Ты долбишься в закрытые двери. И никто не рассказывает, как это больно. Великолепный муж. Просто не подкопаться. Я чуть не спилась. Это частая история. И как это непонятно, и как это нужно проживать только самому. Но это не отправная точка. Если подумать об этом 3 минуты, за 3 минуты ты поймешь. Я женщина, которая переживает, вот смотри, мне 44 года, мне сейчас будет 45. И я понимаю, с чем сталкивается женщина в возрасте, когда она вообще не ягодка опять. Абсолютно, потому что ягодки уже совершенно по-другому показываются. Тоже не ягодки, это какие-то дичь показывают. Ну, показывают, и женщина пытается стать вот этой дичью, а не той самой ягодкой. О чем сейчас говорят люди, когда слово «старость»? Вот что у тебя, знаешь, просто про себя скажи. Вот старая женщина — это что? Старая женщина? Ну, и такая седая, сухая. Ну, хорошо, покрасили волосы. Вот она уже не седая. У нас, ты видел где-нибудь седых женщин? Ну, как бы, насколько их много? А оно где-то есть, но как бы его нет. Это, знаешь, какая-то такая неосфера, знаешь, нельзя показать, откуда и кто нам говорит про старость. Показать этого человека, который... человека или, я не знаю, там, может быть, книга или передача, где тебе говорят вот здесь, когда у тебя вот так, то ты вот старый на 10%, а когда у тебя вот так вот, у тебя вот так. Нет не на кого показать. Никто не знает, что такое старость, но она постоянно муссируется. Но почему мы тогда так боимся этой старости, если мы даже... Ну, потому что молодость превозносится, знаешь, как бы тут, если ты молодой, у тебя есть какая-то возможность, которой нет у старых. На сегодняшний день старость — это маркетинговый ход, и все. Старость, людям продают молодость, говоря о старости. Нам говорят, вы знаете, вот если у вас вот так, то вы уже старый. Если вот у вас так, то вы уже, там, я не знаю, почти старый. То есть мы все время себя сравниваем по каким-то, по какой-то шкале вот, относительности. Внутри себя. Я старый вообще? А что такое старый? А я кто? Ну, то есть, как бы, если я человек, что делает человека старым? Там, допустим, я не могу соображать быстро, да, то есть, как бы, поэтому я старый. Для меня старость — это когда ты медленно думаешь, да, то есть, как бы, когда у тебя болит тело, тебе не нужно искать, пока у тебя не заболело, но ты не успеваешь заболеть. Тебе уже рассказывают, как нужно лечиться. Предмет присвоения — это на сегодняшний день желание человека, да, оно уже не принадлежит ему. И вот его нужно вернуть, и это очень тяжело. Вернуть себе свои желания и жить не в, знаешь, каком-то нарративе других, непонятно где сидящих людей. Я жила в Париже, была замужем, значит, у меня ребенок подрастал, там 7 лет девочке было. Я чуть не спилась. Ну, правда, знаешь, у меня были проблемы с алкоголем, я это понимала. Вот. Но только в алкогольном состоянии я могла принять все, что происходит. Причем происходило это, знаешь, там 16-й округ Парижа, там вид чуть ли не с другой стороны Эйфелевой башни, недалеко, 5 минут. Великолепный муж, просто не подкопаться. Ребенок, няня, все, и я понимаю, что нет. Ну нет, дальше не хочу. Ну можно же хотеть дальше. То есть как бы давай, Максим, имя моего бывшего мужа, давай мы вот еще что-нибудь прикупим, а давай что-нибудь еще, вот может быть второго ребенка. Знаешь, у людей это частая история, да, когда женщина сталкивается с какой-то анонимностью в мире, ну, о ней никто не знает, да, как бы, о ней не знают, кроме ее мужа, ребенка и няни, и ее родителей, или там в Одноклассниках какие-то фотографии, она ничего не сделала, да, это в каком-то определенном возрасте приходит, знаешь, как и мудрость приходит, только старость, а со старостью мудрость приходит не ко всем. И в какой-то момент я встала и вышла, просто человек встал и вышел, с ума сошел, вот, и вот такие сумасшедшие, у них есть шанс заняться саморефлексией, когда тебе надоело все. Встала и надоело, потому что человеку кажется, что это просто не то. В материальном мире просто, может, не тот муж. Надо просто выйти замуж за другого, и тогда все будет хорошо. Или надо просто переехать уже не в Париж, я не знаю, там, на Луну, и тогда будет вот все хорошо. У большинства людей вот этот вот все
не заканчивается никогда. Если у тебя все закончилось в тот момент, когда ты еще здоров и более-менее соображаешь, да, в лучшие свои времена. У Садхгуру есть такая фраза: людям не хватает ума устремиться к своим вершинам в лучшие времена. Когда у тебя еще здоровье есть, когда ты еще, при этом для женщин это очень важно, ты еще, скажем так, в рынке, да, то есть как бы ты еще конкурентная, да, как бы вот в этот момент. Не когда тебя уже выбросили соревновательного с друг другом, женщины соревнуются, кого больше хотят, кому больше купили, кому больше вот, не знаю, поклонения, да. Когда ты еще вот в этом конкурентном состоянии, и если ты решил, то есть ты не решил, тебе надоело, ты больше не можешь, и ты встал и вышел. Тебе надоело конкурировать? Надоело... Все надоело. Нет, слушай, как бы я тебе даже... Если я сейчас начну перечислять, что может надоесть, люди начнут искать, женщины, и подстраивать себе. Ой, а мне это надоело или нет? Вот мне, да, надоело, потому что вот я хочу как бы вот выбраться тоже, и, наверное, мне это тоже надоело. Нет, это личный опыт. У каждого свой. Если не надоело, ты можешь сколько угодно себе внушать, что это надоело, и это не сработает. То есть у каждой может быть вот это то самое свое пальтишко, которое не ее, которое ей бы уже снять да выбросить и свое пальтишко надеть. Та дохлая лошадь, которая уже не едет. И у каждого это свое. То есть у вот каждого вот свое. На чужой опыт смотреть тоже. Послушай, зря мы описываем, на самом деле, да. Я говорю, люди, вы читаете чужие истории. Вообще лучше не читать. Вообще лучше не читать, потому что мы соблазняемся каким-то результатом человеческим. Через саморефлексию, через боль я пришла к выводу, что мне нужна была своя стая. Как-то не смешно, свои люди. И вот среди своих людей тебе спокойно. Почему? Потому что ты можешь доверять. А доверие – это база. Да? То есть люди думают, что база – это какие-то там любовь или еще чего-то, или дружба, или это такие доверия. Когда ты, находясь в одной комнате с одним человеком, попадаешь в какое-то удивительное состояние, да, когда ты действительно уже не думаешь, что тебе завтра поесть, что завтра будет. Этот человек может подарить тебе это состояние, при этом ничего не обещая, ничего не делая, это он просто такой. А почему он такой? Потому что он свой. Знаешь, и вот попасть в это общество, это самая большая удача. Искать нужно не марафоны, которые тебе помогут исполнить желание, или сохранить молодость, или предотвратить старость, или подарят тебе здоровье. Тебе нужно искать своих. Когда ты своих находишь, ты понимаешь, что ты не один такой шизик. А на своих ты находишь только когда перестаешь быть не самим собой. Тогда ты находишь своих, потому что вот этот барьер между тобой и миром, да, твой невроз, он тебя делает не тем, кем ты являешься, поэтому ты не можешь найти своих. И вместе с ними ты начинаешь получать доверие к тому, что можно быть собой, думать, что я хочу. Но это не отправная точка. Отправная точка, я тебе скажу, ты не можешь прийти к этому выводу, если я тебе его скажу. Ищи своих. Ты сначала будешь искать фруктоедов, я не знаю, там, фитнес-тренеров, значит, сначала людей, которые в спорте. Смотри, я тебе говорю, что Ты мой путь описываешь. Я же тоже по нему ходила, поэтому мы с тобой сейчас вместе. Почему мы с тобой говорим вместе? Не потому, что мы снимаем подкаст, а потому что уже я на той стадии, да, когда я общаюсь только со своими. Это не я контролирую. Это процесс, это путешествие, опирающееся само на себя. Допустим, я вот женщина, и я вот почувствовала, что мне уже все надоело, и я как бы хочу начать разбираться в себе. Я слышал, что у тебя есть комьюнити в Телеграм-канале большое, живое, где ты периодически ведешь трансляции, где можно вступить туда и начать двигаться уже на пути к себе. Правильно я понимаю? Слушай, ты абсолютно правильно понимаешь, и это обязательно нужно вшить в наш подкаст. Но я тебе скажу одну вещь. Свое комьюнити нужно найти.
Ну, то есть я понимаю, что нам нужно говорить об этом, да, вот есть Телеграм и Это все. важно, да, то, что ты сейчас говоришь. Да, это и я тебе скажу, что тот человек, который должен попасть в это комьюнити, он даже не услышит, где это искать, он уже ищет. Мгм. То есть вот когда началась эта передача, да, там может быть, передача, подкаст, на 10-й минуте он уже полез искать, это у меня так Там случается. уже было Вот, и Я он не понимаю. дослушал еще Я до того понимаю, момента, где мы говорим с тобой о моем телеграме, а он уже пошел рыться. У меня мурашки пошли. Вот так это. Понимаешь, как бы, когда, допустим, человек мне говорит, какую мне книгу почитать? Я говорю, тупой вопрос. Ты читаешь уже эту книгу. А если ты ее не читаешь, то она тебе не нужна. Нельзя, повторяя одно и то же, выйти на другой уровень. А ты все время ищешь, что тебе почитать, что тебе узнать. Эй, человек, у тебя уже все есть, Тебе даже не нужно проживать еще какие-то отношения, чтобы научиться быть в отношениях. Они у тебя уже были. Мгм. Если ты задумался о том, что отношения нужно каким-то образом трансформировать, значит, у тебя уже были какие-то отношения, которые тебя не удовлетворили, и тебе нужно трансформировать то, что было уже у себя в голове, то есть свое восприятие этих отношений. Вот с чем тебе нужно работать, а не с новыми. Мужчина рождается с грузом ответственности. Женщина боится неопределенности. Ну, то есть вот для нее это самое страшное. Когда она выходит замуж, ответственность и неопределенность ложится на мужчину. Мгм. Почему женщина переживает мужчину? Ну, то есть статистически, да, вот мы с тобой говорили о том, что там страх старости, да, то есть как бы старость. Что делать, чтобы не постареть очень быстро, да? Вот самый простой совет женщине: если ты замужем, развивайся вот в этом замужестве, да, то есть как бы не пили мужа, там, я не знаю, не делай его лучше, потому что у тебя прекрасные условия для того, чтобы не бояться определенности и не нести груз ответственности. Потому что когда женщина одна, она боится неопределенности, и на ней лежит очень большая ответственность. Ну, потому что там, как бы, ей нужно в этой неопределенности как-то жить, существовать финансово. Женщине маркетинг дает ощущение определенности и возможность скинуть ответственность. И женщина ищет, куда вложить деньги, какая профессия будет ее кормить до самой старости, да, я не знаю, там, может быть, пенсионный фонд уже не работает. То есть, как бы, люди как бы не хотели верить, что у них будет пенсия, современное общество уже понимает, что до пенсии они не доживут. Ну, то есть до той пенсии, которая может сохранить какой-то человеческий образ жизни, да, потому что человеческий образ жизни у нас раньше был, там, не знаю, печенька и чай, и там отпуск к маме съездить в деревню. Сейчас это вот так, сейчас вот так. И вот этот минимум, он какой-то разросся в такой максимум, что даже я, знаешь, как бы зарабатываю огромные деньги, очень бедно живу. То есть как бы вот этот максимум разросся до какого-то, до минимума, до максимума. Знаешь, я бы хотела дать женщине совет. Работать над своей антихрупкостью нужно, удаляя со своей тарелки какие-то вещи. Ну, то есть, допустим, у тебя вот, я не знаю, там, ты сейчас можешь себе позволить вот это. Ну, я, допустим, выбрасывала вещи. Я стриглась на лысо, вот я была вот такая, как ты. То есть для меня это были такие очень серьезные скиллы, да, то есть как бы не расти в вещах, да, а пробовать убрать у себя то, что делает меня мной. Ну, мои любимые вещи, допустим, волосы, да, у меня шикарные волосы, тебе покажу фотографии, это делало совершенно меня другой, знаешь, какой-то такой желанной, ну, даже для женщин не в сексуальном плане, а быть похожей на меня, знаешь, такой образ, такая, знаешь, слаженная речь, какая-то очень-очень картиночная внешность, то есть как гармоничность. То есть это дало тебе возможность понять, что ты это как бы, ты много чего еще помимо твоей внешности. Да, ты знаешь, как бы сегодня ко мне пришла такая мысль, пока сюда ехала. Какая, на твой взгляд, удобная одежда? Потому что для женщины это очень важно, да, как бы какой-то гардероб, одежда и все такое. Вот я удобная ехала... для женщины или для мужчины? Давай для женщины, если я, у нас сегодня подкаст про женщин. Я не носил женскую одежду. Ну, как ты думаешь? Ну, мне кажется... Давай и для мужчины тоже. Мне кажется, свободная одежда удобная. Ну, для женщины, как бы у женщины есть много, что одежда может облепить, поэтому, наверное, широкая одежда была бы сегодня, знаешь, подумала, удобной. что одежда самая удобная, это
та, в которой тебя не видно. Почему так? Ну, потому что тебе не нужно ничего показывать, тебя никто не видит. И ты не переживаешь о том, как ты выглядишь. Тебя оценивать никто не будет. Тебя никто не оценивает. И это самая большая боль человека. Поэтому поэтому бизнес одежды это просто, ну, я не знаю, там, как бы рядом с наркотиками и не знаю, оружием. Боль человеческая, что на него никто, как бы на человека никто не обращает. Женщина. И поэтому ты меняешь гардероб, у тебя сезоны. Там у богатых это, значит, нужно такую сумку, которую ни у кого нет, это эксклюзив. Это только для тебя, потому что ты этого достойна. В каждой страте социально как бы свои вот эти истории. И я предлагаю женщинам убирать эти вещи, да, это будет больно, но это будет по твоей воле. Потому что то, что ты покупаешь свой гардероб, чтобы тебя было видно, ты испытываешь невероятные неудобства, потому что или ты не получаешь как бы отклик, да, то есть как бы ты потратил туда 2 месяца работы. Вот, что-то купил, ты 2 месяца работал, просто вкалывал. Вот. И это не оценено. То есть это вообще там как бы не та цена. Вот у тебя сумка, блин, и прошла какая-то такая же сумка, и все, и это обесценено. 2 месяца работы, 2 месяца ты выслушивала от начальника какую-то ерунду. Чтобы запустить обратный процесс, тебе нужно через силу, но я делала это через силу, это было очень больно. Но представляешь, как бы ты находишься в возрасте, когда у тебя еще есть шанс выйти замуж. Ну как-то вот, знаешь, как-то вот быть интересным мужчине, а ты в этот момент, вместо того, чтобы устраиваться, ты бреешься на лысо и выбрасываешь 20 сумок Шанель, 10 Эрмес, как бы все, что, знаешь, как бы нажито непосильным трудом. То есть я же все скупила, я там во время пандемии на $1 миллион покупала полцума. Мне привозили этими ящиками, а потом в один день раз и все. Ты не понимаешь, как это было плохо. Не понимаешь, что творится с твоим «я», как оно визжит. Потому что нет самоидентификации, то есть как бы ты... То есть ты себя привыкла определять через Да, эти вещи. конечно. Понимать свою ценность, свою стоимость. Да. У тебя как бы повышалась самооценность. Ты такая типа, о, класс. Да. И она же не просто повышается, это не в моем уме. Я в реальной жизни это вижу. Ну, то есть на меня обращают внимание, со мной хотят дружить, меня хотят угостить кофе, там даже, там, и не знаю, как-то покатать, да? видео показать дома, всем мозги кино промыли, посмотреть. Всем мозги промыли, что это даже мужикам мозги промыли. Сказали, вот у нее такая сумка, у нее такое платье. Она, значит, классная. Вот это вообще мне непонятно. Знаешь, как, окей, мы между собой конкурируем, но как мужчина на это ведется, это, конечно, загадка. Но это тоже вот такая методичная, да, как бы 30 лет, слушай, как бы 30 лет. До этого мы сидели очень голодными. Да, кстати, еще один совет женщинам. Не бояться изучать историю. Она может показаться знаешь, как бы неликвидным потерей времени. Знаешь, такое потеря времени на изучение истории своей страны западные страны, да, откуда пришел к нам капитализм, почему он там умер, смотри, как бы был на грани вымирания, но за счет развала Советского Союза, значит, этот капитализм еще какую-то агонию свою прожил вот эти 30 лет. Уже, ну, как бы за счет Советского Союза, да, за счет стран, бывших стран, значит, СНГ. Это изучение, эта история. Да, ну, ты знаешь, что это выражение. Кто знает свое прошлое, тот управляет будущим. Да, и прошлое это нужно знать. И вот этот твой интерес, действительно настоящий интерес стать человеком, да, не женщиной, а человеком, да, не уйти в гендерное определение, не кто должен каким быть, такой мужчина это, женщина это, стать человеком. И вот это твое желание, твое намерение, да, если мы говорим эзотерически, то есть как бы нами движет намерение, оно пойдет тебе и приведет к тому пониманию, почему ты не носишь старое, хотя оно прекрасное, а хочешь новое. Тебе нужно с этим разобраться. Если ты с этим не разберешься, ты будешь все время страдать из-за того, что у тебя нет нового. А это бесконечно. Ну, изучая историю еще, мне кажется, можно понять, что в разные исторические моменты, ну... Ты можешь себя увидеть в прабабке своей, понимаешь, как бы вот... Так и мода разная была. Еще же когда-то было модно худой быть, когда-то пухленькой, когда-то такие-то Да, стрижки. знаешь, как бы, и это даже не зависит от секса.
Это не зависит от секса, понимаешь? Как бы, если мужчина любит полных женщин, он, может быть, даже будет мучиться из-за того, что у него полная там какая-то партнерша, прятать ее, да, там какой-то комплекс испытывать. Но хотеть он будет такую женщину. И нет никакой, знаешь, как бы все хотят стройных. Фигня. Нам показывают стройных, веселых и, знаешь, как бы желанными нам, да, вот этими партнерами. Ну, допустим, ты посмотрела на классного актера, он тебе понравился, значит, он там, значит, брутален, он выигрывает, у него все получается, и у него красавица. У тебя вот здесь вот это нарисовано. И опять, если бы мы имели доступ, нам бы показывали семьи богатых людей, семьи людей, которые двигают науку, да, как бы, и при этом у них есть все, что хочет человек, ну, там, не знаю, дома, там еще, мы бы на них посмотрели, с какими женщинами спят эти мужчины, с такими же, как мы, худыми, толстыми, некрасивыми, не знаю, там, без каких-то стандартов. И также женщинам не нужно бояться того, что мужчины с промытыми мозгами отказываются. А зачем тебе мужик с промытыми мозгами? Да, зачем вот тебе, я тоже как бы, знаешь, тебе мужик, который на всех он смотрит еще не вокруг. зрелый, он тебе не даст того, чего ты хочешь, потому что то, чего ты хочешь, оно касается твоей природы, а не моды. Тебе нужен покой, потому что тебя мужчина балансирует, ну, как бы дает тебе ощущение не то, что он тебе даст завтра, а то, что завтра все равно будет. И там разберемся. Что будем есть? Картошку чистить или поедем, там, не знаю, в ресторан поедем. И ты с ним и картошку будешь чистить, и в ресторан поешь. Вот такой баланс. А не, нет, я хочу только в ресторан завтра. И послезавтра. Вот такого я себе найду. И не находят. Вот. Что ты можешь сказать по поводу того, что вот эти все неврозы как-то влияют на здоровье, на... А на здоровье влияют только неврозы. Начинают ли вот в этой попытке не состариться, они еще быстрее стареть, как думаешь? Конечно, потому что не получается. Ну, то есть, как бы, смотри. Заведомо у проигранная меня есть гонка, такой да? карамат, я так называю, ну, моя фамилия Карамова, и я назвала такие, ну, свои такие фразки караматами. Все не так, как мы думаем, но все так, как мы думаем, потому что мы так думаем, понимаешь? То есть, как мы думаем, так и происходит, потому что весь мир рождается в сознании человека. Ну, как бы, не знаю, там, можно ли апеллировать таким словом, сознание, да, это такая тема, знаешь, как бы, как мы договоримся, так оно и будет. Ну, вот я сознаю себя, да, я сознаю себя старой. Почему? Потому что я хочу быть молодой. Но я не хочу быть молодой, ну, допустим, если вот я не ощущаю себя старой, потому что я не хочу быть молодой. Мне весь этот опыт еще раз не нужен, я все поняла. И поэтому пока расскажи мне, что я постарею и умру, я тебе не верю. Но я в это не поверю, потому что мне неинтересно гоняться за молодостью. Что дает мне мой возраст? Он мне дает покой. Он мне дает тех людей, с которыми я работаю. Да, потому что если бы я была молодой, кто бы со мной работал? Интересно, правда? Я бы опять искала себе мужика какого-нибудь. Зачем мне это нужно? Вот. И вот это вот самореализация, но не через предназначение, а через пользу людям, любую. Одному человеку, двум людям, знаешь, какому-то незнакомому ребенку. Это дает твоей ментальной модели кайф, и она уже потом за этим кайфом будет идти. Если ты не кайфуешь от добрых дел, она тебя никогда не притащит туда, где ты можешь это добро свое реализовать. Это очень просто. Ну, как бы, если подумать об этом 3 минуты, без телефона, без скроллинга, без желания разбогатеть, без желания быть лучше, чем все остальные, за 3 минуты ты поймешь, что действительно делать, что тебе не нравится, легко и не страшно. Когда ты разберешь свой страх, чего ты боишься, что этого никогда еще не случилось. А если случилось, ты разобрался со всем, и это было не страшно. Немного времени, чуть-чуть времени для себя. Вот люди спрашивают, что такое любовь к себе. А вот это вот. Ну, ты себе даешь внимание, ты себе интересен. А что это ты тут испугался? А че я испугался? А пугаться-то нечего. Да, и как бы вот это вот интерес к самому себе, к чему-то, к тому, чего ты испытываешь. Через интерес приходят ответы. Я разбирала этимологию слова «интерес». Это греческое слово. Бога внутри
находящий. Вот что такое интерес, представляешь? Вот как бы вот и заинтересованность, как этимология слов дает тебе очень много ответов. Ну, нужен только интерес. Ну, мы часто слышим, вот, женщина там привлекательная, вот это вот не привлекательная. Что такое красиво? Это точно неудобно. Угу. И она точно агрессивна. Угу. Потому что она тебя отомстит за то, что она испытывала неудобство. Угу. Она с тебя возьмет. А если ты ей не отдашь, она тебя отомстит. Страшная вещь. Там всегда претензия, да, уже есть? Конечно, конечно. Знаешь, когда идет речь о том, что кто будет платить за ресторан? Мужчина или женщина, или вы пополам? Моя модель – это мужчина платит за стол. Ну, если это не бизнес какая-то история. Почему? Потому что я очень много времени трачу на то, чтобы тебе понравиться. Ну, в отличие от тебя. Несмотря на то, что ты там работаешь или еще чего-то. Мужчина больше работает ради интереса. Женщина работает, чтобы купить себе какие-то вещи для того, чтобы понравиться мужчине. Но если ты уже вне этих программ, конечно, ты можешь как-то договариваться с мужчиной по ресторанам. Ты смотришь там свой заработок, да, и его заработок. Конечно, ну, умная женщина обойдет все эти рестораны. То есть как бы она придумает какой-нибудь пикник или еще что-то. Что-то как-то, этот конфетно-букетный период, она его смягчит. Есть модели, значит, отношений, когда вы боретесь там, я не знаю, с бедностью вместе. Вот вы ее побороли, вы начинаете, ну, как бы вы сошлись на этом. А потом, когда вы, значит, вот этот вот опять невроз по поводу бедности своей, там какой-то нереализованности, да, он уходит, вы начинаете друг с другом знакомиться. И разводы обычно вот на этой стадии как бы происходят повсеместно, да, то есть как бы ты разводишься, потому что ты вообще не с незнакомым человеком. Потому что вы собираетесь вместе вдвоем, потому что, допустим, мужчина может зарабатывать, а ты можешь копить. Вот у него не получается копить деньги, да, но получается зарабатывать. А у тебя не получается зарабатывать, но получается копить. И вот как-то кроить там, знаешь, как бы на жилье, там, на это, на то, другое. Вот жилье есть, значит, дети родились, там, не знаю, и как-то он поднялся, потому что не отвлекался на какие-то там вот эти хозяйственные вещи. А дальше что? Не знаю, и я не знаю. Потому что у меня был развод. Даже два абсолютно разных человека. Ты ищешь то, чего тебе не хватает. Вот какая-то такая модель идеальная, я опять скажу, что она просто идеальная, да, это когда человек уже абсолютен. Здесь ты ищешь не то, что тебе не хватает, да, даже не ищешь, а ты приходишь к людям, где ты можешь быть полезным. Ну, то есть, ты понимаешь, как бы ты находишь человека не потому, каким он тебе, в чем он тебе может быть полезен, а уже совершенно наоборот, чем ты можешь им быть полезен. Ему и так хорошо, нормально, но это еще увеличивает. Сегодня такое слово нашла, знаешь, как бы меня устраивает. Слышал такое? Устраивает. Вот и я так, знаешь, задумалась, устраивает это утраивает, ну как-то умножает, то есть меня это устраивает, да, меня умножает. И вот нужно понимать, что это умножает. Ты иди и думай, понимаешь, как бы и ты все время, знаешь, как бы ты размышляешь над этим. Реально привлекательная женщина становится реально по-настоящему привлекательной, когда она кайфует от себя, от жизни. Но это увидит тот человек, который вылечил свой невроз. Потому что мужчины ищут там какую-то маму себе, да, ну чего-то, как бы какие-то закрывать свои дыры. Мы же все дрявые, ну, да. Мы все поломаны, мы все расщеплены на мелкие части. Их нужно собрать, а потом, когда ты полностью цел, ты можешь найти целого человека. До этого момента ты все время будешь встречаться с этими разбитыми чашками, да, которые будут разрывать друг друга, желая себя удовлетворить. Он себя, она себя. Есть вот эта вот истеричная история какая-то кармичная, да, где там я нахожу, не знаю, кого-то, по-разному можно говорить, кого я ищу. Я вот этого кого-то нахожу, об него там постучаться, побиться как-то, тоже по-разному можно говорить. И я даже могу с этим человеком в отношениях находиться, в сумасшедших, у нас там все как в кино, мы там друг друга жизнь представляем. Но при этом всем я вижу на улице, иду, и вижу вот эту женщину, которая просто вот, она может даже не светиться особо, но она вот какая-то такая вот. У тебя взгляд цепляется, да, я такой, тело цепляется, даже не человек, взгляд. Да. Как будто вот он живой. Я понимаю, что он другой. Да, он меня не штырит от него, у меня нет вот этого героинового переживания, вот наших отношений. Там. Невроза нет. Я даже не представляю, как она
там, как я ей понравлюсь, как буду ей что-то дарить. Но меня почему-то к ней тянет. Тело тянет, смотри, тело не нижнее, да, а тело ищет покоя. Да. Знаешь такое? Вот там спокойно, там доверие, там, значит, тебе не страшно. Тело тебе говорит, потому что оно испытывает страх и недоверие с другими. И вот на фоне этих других ты точно видишь, тебя тело не обманывает. Ты этому человеку доверяешь. Твое тело тебе говорит не прятаться, не напрягаться, не сжиматься, не ждать того, что ты действительно получишь. Мы чувствуем все в напряжениях. Мы знаем, что мы находимся с людьми, которые нас могут подставить. И мы с ними находимся. Вот мы свой невроз там изживаем. И если это делать осознанно, то это можно пережить. Это можно пережить. У Кастанеды есть такое выражение «мелкие тираны». Без мелких тиранов невозможно. Не будешь. Ты не будешь это отражать. Сколько бы ты ни искал вот этих вот удобных и мягких, и классных, и безопасных, тебя будет тянуть, пока ты не вылечишь невроз, тебя будет тянуть вот к этим страшным идиотам. Потому что пока ты страшный идиот. С чего вообще начать двигаться от этих страшных идиотов? Ну, как начать менять свою жизнь к лучшему? Да, я понимаю, что хочется людей обнадежить, что можно как-то специально это сделать, просто потому что тебе это надоело. Где вот эта энергия, где эта жизнерадостность? Желание. А желание возникает. Мне надоело вот так, как раньше, мне надоело. И ты не делаешь не потому, что это плохо, а потому что надоело. Ты можешь читать одно и то. Вот, допустим, вот я смотрю сериал. Вот я его смотрю, он мне надоел, я его выключила. Я могу дальше его смотреть? Ну как я научилась выключать сериал, который мне не нравится? Не научилась никак, я просто его выключила. То есть должно уже задолбать, вот как есть. Ты понимаешь, да? И ты этот момент не поймешь. Не поймешь никогда. Ты там, просто его выключил, да, ты стал смотреть что-то другое, там, пошел на кухню воды пить, не знаю, там, есть захотел. Это желание, знаешь, вот как бы нельзя... Ты знаешь, что такое Виагра? Вот охота сказать и да, и нет. Ну да, понятно, что ты, я так понимаю, ты ее на себе не понимаешь действия. Да а нет, что это такое, ты понимаю. понимаешь? Ну вот, я тоже. В школе было дело по приколу. Ладно. Короче, как она действует? Кровь приливает в чресло, но никакого удовлетворения нету, ты не можешь. Нету, у тебя интереса нет, ты его провоцируешь. Ну и все, то есть как бы ты долбишься в закрытые двери. Дверь дверь открывается, когда есть желание. И нет никакого сопротивления. Желание создало весь мир. Ну, все, что у нас, вот что бы мы ни взяли, да, там, я не знаю, пылесос, потому что надоело подметать, захотелось что-то другое. Не знаю, швабра, потому что там спина заболела и захотелось как бы не сгибаться, а вот так вот мыть, да, и ты придумал эту швабру. Вот здесь точно так же, без желания ничего не получится, не будет интереса, будет скучно, надоест. Почему столько инфопродукта? У нас на рынке просто невероятно, они учат дышать, какать, писать. Я недавно видела своего знакомого, книги пишет. Зашла в кофеманию. Дышать маткой, какать попой. Боже мой, я говорю, что ты тут делаешь? Ну, как бы, привет там это. Она говорит, вот смотри, вот как бы вот мои там как бы друзья, у них проект, приложение «Сколько пить воды». И когда. Все, этого человека нет в моем поле. Вообще никогда в жизни не буду разговаривать с человеком, который учится пить. Это просто дичь какая-то. Знаешь, боже мой, и ты начинаешь думать, как тебе судьба свела с этим человеком, что ты хотел от этой жизни. Вот, и инфопродукт, он, я сейчас говорю про предназначение, про реализацию, знаешь, вот эти, про улучшение себя. Ну вот в таком ключе, да, допустим, не кулинарные рецепты, да, как бы не про это, а самопознание. И человек, если не самопознается сам, он не самопознается вообще. Потому что человек ищет, как бы ему захотеть самопознаваться, потому что как бы самопознанный человек имеет талант, который приносит ему удовольствие и деньги. Ну, в принципе, так, плюс-минус, правда? Ну, типа того, да. Вот. Так вот, без этого интереса это все Виагра. Это все, кровь приливает, как бы окончить не можешь. Все, до свидульки. Да, кончает за тебя тот человек, который придумал этот, я не знаю, марафон. Ну, то есть, получается, если ты сейчас находишься в поиске, если ты еще
этим не занимаешься, если ты Ну, не во-первых, ты занимаешься пришел в очень саморазвитием. классное место, это я, потому что я могу возбудить интерес. Но я очень интересный человек. То есть я проживаю интересную жизнь, не выходя из дома. Она мне действительно очень интересна. Знаешь, как бы мы беседуем с Платоном, и причем так, что это Платон интересуется нами, а не мы там, я не знаю, там, этим государством или там, я не знаю, пиром, да. Пелевин заинтересован в нас, в женщинах. Он пишет о нас. Абсолютно. Да, и мы его понимаем только потому, что мы ему интересны. И я вот такую литературу даю. То есть и человек, который никогда в жизни не читал книги, начинает читать Пелевина, да, там, разбираться в буддизме, в ведах. То есть мы не хватаем, что попало, а оно, знаешь, как нить Ариадны. Она плетется одно из другого. Понимаешь, это очень интересно. И когда человек чувствует этот интерес, да, вот он вроде пришел, у него, знаешь, там мне приходили женщины до сих пор со мной, как рассчитаться с долгами. И вот я тебе говорю, вот прямо говорю, пока ты не отдашь долги, у тебя будут долги. Как тебе такой вариант? Нет, ну подожди, как это я буду отдавать долги? Ты что, с ума сошла? Я к тебе пришла на курс, там, допустим, да? Как разобраться с долгами? 5 тысяч решила тебе заплатить, а у меня долгов 2 миллиона. Ты что вообще рассказываешь, что долги отдавать? Дура. Человек ушел. Там 100 пришло, 1 остался. Через полгода долгов 2-3 миллиона нету. Куда делись? Решил отдавать долги из того, что нет, как бы из того, что есть. Не буду пить кофе по утрам, не буду, значит, выходить на вечеринки, но отдам долги. Как отдал? Намерение. Понимаешь, намерение работает. Как они, там уже, знаешь, как бы детали, ну, из уровня, там, не знаю, там, можно назвать это чудо. Но это не чудо, это намерение, это честное намерение, честно отработать свои долги. То есть, как бы принять то, что ты идиот, набрал долгов, что мне теперь с этим делать? Отдавать долги. Как? Берешь и не идешь, не покупаешь. Хлебушек с маслом, чаек, супчик из консервов. И все. А потом раз и уже в ресторане. Да, на самом деле, вот именно раз и уже в ресторане. Ну, потому что ты к этому не шел, к ресторану. Ты не шел к какому-то волшебному закрытию долгов. Ты шел к честной жизни. Я взял, и я их отдам. Я тебя породил, я тебя уничтожу. Все. И вот это вот, знаешь, вот эта честность, намерение, ну она, ну это же божественно. Это же, ну как бы, блин, что невозможно человеку, возможно Богу. И если ты так идешь, если ты так заходишь не через окна в эту жизнь, а через двери, они открываются. Мне тоже кажется, если человек себя не обманывает, у него как бы всегда все приложится само по себе. Ну, будь собой, как бы делай то, что нравится. Любую святую, ну, как бы книгу всегда... возьми, там, любое священное писание, да, все об этом, все об этом. Ну и для тех, кто устал уже жить не себя, у тебя есть целое сообщество в Телеграме. Целое сообщество. Это женщины, которые пережили долги, ипотеки. У меня есть женщины, которые потеряли сыновей на СВО. Делаем зарядку каждое утро. Каждое утро в 8:45, ну как бы в зимнее время в 8:45, в летнее в 7. Я выхожу на зарядку, мы, значит, занимаемся лицом, и еще как-то мы просыпаемся, то есть как бы даем телу прожить этот день. То есть мы дарим этому телу не будущему мужу, которому понравится наше тело. Или там, я не знаю, там чего-то, ну, у каждого свое. А лично вот этому телу прямо сейчас я даю заряд энергии. Я ему даю внимание, что я его люблю. Потому что когда оно болеет, мне не очень хорошо. И я начинаю творить какие-то глупости. Я говорю, это из-за мамы, это из-за Путина, это из-за этого. Короче, все, полный кавардак. Я не могу разобраться, из-за чего, что происходит. То есть, как бы я начинаю делать какие-то хаотичные движения, из-за которых мне только хуже становится. Но когда мое тело проснулось, знаешь, как бы мы там, я еще эфирю, ну, то есть, как бы я все время говорю, я не могу не говорить. Вот я родилась, наверное, только для того, чтобы говорить. У меня муж, когда я жила за его счет, мне все время говорил, он говорит, Карамова, если бы ты там, советовала за деньги, ты была бы миллионером. Ну, как бы сильно он не ушел от этой действительности. Потому что мне все время хотелось вот этого
высказаться по разному поводу. Мгм. И я вот все время людям говорю, если вам не платят за советы, не советуйте, используйте для себя. И я начала использовать то, что я говорила людям, на себя. Казалось, это очень выгодно, потому что мы видим со стороны. Мгм. Ну, мы примерно плюс-минус одинаковые сволочи. И Да. вот когда мы свой совет советуем себе, он начинает работать. Даже если у твоей подруги такая же проблема, как у тебя, ты ей вообще очень легко даешь советы. Вот так, это бросить надо, это поменять. И она реально делает, у нее все происходит. Да. А себе Да, потому что ты и есть эта проблема. тебе нужно от самого себя как бы избавиться. Да, ну, в совершенно какой-то верно, степени. потому что я же говорю, мы не злые, мы злость. Мгм. То есть мы не страх, мы есть этот страх. Мгм. Да, и от него нужно дистанцироваться. Чтобы это произошло, нужна энергия. Что, если энергия потрачена на социальные игры, никак. Все дело в энергии. Вот сегодня, знаешь, мне пришла в голову такая мысль, я разбираю, что такое карма. Ну, послушай, это понятие пришло не из нашей культуры, да, не из западной. Кармические узлы, там, кармические партнеры, да, ты, наверное, на слуху у тебя такие вещи. Они мне приходят, и я начинаю разбираться, что это такое. Близнецовые пламена там А? всякие. Близнецовые пламена там всякие. Вот, Такие вещи. Не нет, я слышала? до этого, видимо, еще не дошла, знаешь, в своем каком-то Ага. любопытстве. И сегодня я поймала себя на мысли, что в среднем человек страдает от событий, которые, ну, как бы вот, кармические события. Вот, допустим, там, я не знаю, там, ты попал в аварию. Да, это такая твоя кармическая какая-то отработка. Когда нам говорят, нужно принимать события, да, потому что это твоя карма, человек пытается принять разбитую машину, ну, то есть само событие, а не эмоции, которые несет это событие. Вы знаешь, вот тебе говорят, нужно спокойно относиться к каким-то обстоятельствам, да, нежелательным в твоей жизни. Там разбитая машина, не знаю, значит, разбитое колено, ну какая-то такая ситуация, которую ты не ожидал, а она произошла. Вот сегодня до меня дошло, что принимать нужно не события, а свои эмоции по этому поводу. Не хотят, чтобы их не бросили, а они не хотят переживать, когда их бросят. Не Вот, хотят... и знаешь, большинство вопросов, они строятся именно так. Как избавиться от страха? От реакции, от своей Как реакции, избавиться от, допустим, это часто, это просто, я не знаю, через один вопрос, да, как забыть любимого. Эй, блин, зачем забыть его? Ну, то есть, как бы ты должна понять, почему он стал нелюбимым. Ну, потому что любимые не расстаются, да, как бы это взаимный процесс, и в какой-то момент этот процесс заканчивается, да, и один получается нелюбимый, а второй получается любимый. Ну, неважно, как бы ты смотришь там с любой точки, и с этой, это надоело, или она думает, что я его люблю, а я ему надоела. То есть там уже какой-то процесс, просто процесс законченный. И человек хочет, я не хочу анализировать этот опыт. То есть она говорит, я хочу забыть любимого, я просто не хочу испытывать боли. Вот. И человек бежит, кстати, куда он бежит? Он бежит не стареть. Прекрасно, потому что появится новый какой-то любимый, и вот там я уже буду очень любимая, и вот все там будет по-другому, только мне нужно прекратить стареть, вот что мне нужно. Мне нужно быть такой же молодой, которой я вступила в эти отношения, вот, и начать все сначала. А ей достаточно этого опыта. Человеку достаточно одного опыта, допустим, болезненных каких-то отношений, чтобы потом 20 лет, я тебе серьезно говорю, можно 20 лет их анализировать, и через 20 лет действительно встретить свою любовь. Но только нужно прожить вот эти болезненные отношения. Может быть, через отношения уже, знаешь, как бы ты прожил болезненные отношения с мужчиной, да, потом ты проживаешь болезненные отношения, допустим, с родственниками, потом с деньгами, потом с ненужностью своей, да, какой-то вот профессиональной, потом еще какой-то, да, а потом ты поймешь, что все вот эти вот, все опыты касались одного единственного твоего невроза. И убрав этот невроз, ты между тобой и миром больше ничего не остается. Но правда там начинаются самые такие страшные вещи, еще хуже. Ты остаешься один на один с этим миром. Да, у тебя нет этой невротической потребности закрыть какую-то неудовлетворенность. И здесь, и туда идут очень мало людей. Ну, потому что разобраться со своим неврозом очень сложно.
И понять, что это действительно невроз, а не проблема старости, допустим. Ну, почему человек боится старости, да, боится боли, боится старости. При этом мы все знаем, что делать, чтобы не болела спина, что делать, чтобы там, мышечный корсет держал твой позвоночник. Все же знаем. Все знаем. Все знаем, но постоянно бегаем с одних курсов на другие. Они не работают, потому что мы не хотим делать, не то чтобы... Но мы не можем это делать, потому что мы не хотим. Мы хотим вернуться в молодость и делать ту же самую хрень, которую делали. Но мы уверены, что мы эту хрень будем делать как-то по-другому, просто мы стали умнее. Но хрень нужно перестать хотеть делать. Так а как вот можно перестать хотеть делать хрень? Разочароваться в ней. Вот, да. Человек не хочет в нем разочаровываться. А для этого нужно 3 минуты подумать. Зачем мне это? Для чего? Ну, то есть как бы какую-то причинно-следственную связь и ее осознать. Но когда тебе чего-то не хватает, ну, допустим, ты в отношениях. У меня, знаешь, был такой случай, подруга моя, у нее все время не складываются отношения, и все время на одной и той же почве. Да, это люди другие, это могут быть иностранцы, она живет во Франции. И она мне как-то задала вопрос, она говорит, ну вот я не могу понять. Я говорю, ну чтобы понять, нужно выйти, просто выйти из отношений. Она говорит, действительно, но я же его люблю. Я говорю, ну тебе же плохо, тебе нужно выйти из них. Я не могу. Я говорю, ну и все. Потом задается вопрос, а можно, находясь в отношениях, с ними разобраться? Я говорю, а тебя никто не запрещает, у тебя получилось? Ну ты же, наверное, задавалась таким вопросом, можно ли ты у меня спрашиваешь разрешение или этим самым вопросом ты ищешь метод, как разобраться в себе, то есть какую-то найти, где ты все время, где твой баг в этих вообще по отношению к отношениям. Не по отношению к мужчинам, да, а что для тебя отношения, что ты и в них ищешь, почему ты этого не получаешь никогда. Для этого нужно отойти от этой картины, знаешь, вот как бы человек, знаешь, смотрит в картину и пытается что-то там разглядеть, а оно у него на носу висит. Он вообще там нарисован в этой картине, но чтобы как-то с ней разобраться, нужно выйти. А изнутри отношений можно смотреть на них со стороны? Но ты пробовал? Сохраняя отношения, иметь возможность наблюдать за ними как Для бы этого со стороны. нужен диалог между партнерами. Обычно его нет. Ну, обычно, ну, мы говорим вообще в общем, да, как бы, если это необычно, то проблем нет. Когда это обычно, человек обвиняет, ну, как бы он не может смотреть сам в себя, не может, потому что он и есть эта проблема. То есть он является, знаешь, как бы это оно упирается само в себя. Ну вот, допустим, человек хочет перестать злиться, но он является этой злостью. 100%. Он не может перестать это делать. Знаешь, как бы, чтобы нужно перестать, чтобы быть... Ты тогда как бы сам себя, получается, убить пытаешься, знаешь? Ну, такая змея, которая себя пытается Совершенно проглотить. верно, уроборос, знаешь, такой. Знаешь, часто меня спрашивают, что нужно делать, чтобы, знаешь, стать добрее, получить, допустим, добрый отклик от какой-то вселенной, да, то есть получать от нее что-то. Я объясняю, нужно отдавать. У человека не получается быть добрым, потому что добрый человек – это и есть доброта. Это не тот, который делает добро, это вообще сама доброта. Ее нельзя исполнять, эту доброту. То есть человек не может, там, не знаю, недобрый человек делать добро. Ну, типа, добрый человек – это что-то естественное, а не концептуальное. Это что-то естественное, да, это абсолютно, это безусловные вещи. Это не зачем-то. Это не зачем-то. Тебя, как правило, спрашивают это твоя природа. В каких-то своих… Да, это вот, знаешь, вот мы не можем, допустим, жить без воды. Не можем, да, и как бы это, мы не учимся этому делать. Для чего-то. Ты ищешь эту воду, ты ищешь, где бы тебе сделать это добро, потому что ты не можешь по-другому. Тебе нужно обязательно разделиться, тебе нужно обязательно что-то сделать. Потому что это является твоим свойством. Вот, а специально, да, вот эти, опять же, эти практики, техники, не знаю, там, как влюбить мужчину. Если ты не являешься предметом любви, как ты можешь влюбить мужчину в себя?
в духовных учениях не продается. То есть там рассказывают о прелестях духовного пути, и никто не рассказывает, как это больно, и как это непонятно, и как это нужно проживать только самому, в одиночестве. Даже когда ты находишься в сообществе в каком-то, да, допустим, в моем, тебе все равно приходится принимать решение самому. Я тебе не скажу, как тебе или в какой момент это сделать. Но ты получаешь от меня поддержку в том, что «Эй, все с тобой нормально, все окей». Ну, то есть, как бы я это проходила, я здесь была. Да, здесь очень страшно. Я тебе не скажу никогда, что это можно избежать или это приятно. Это ужасно. Но мне хорошо в итоге. Ну, то есть в итоге хорошо. Да, потом будет еще больно. И я уже к этому готова. Я же говорю, ты становишься антихрупким. У меня недавно был курс, я его назвала «Кот в мешке». Код в мешке. Ну и там прилепила какого-то кота, который выглядывает из мешка. Зашла мне в мозги эта информация, я не знаю, что там мой невроз кроется в родовой системе. Для меня родовая система это что-то было про инфо-цыган с этими, с какими-то фишками, там, мама к деньгам, папа к мужикам, что-то такое, не знаю. Вот, и тут я заинтересовалась, как бы, когда внутри возник вопрос, мотивированный не на деньги, ну, такой, как бы, или мужика, ну, не какая-то такая вот меркантильная история, да, а настоящий интерес. Слушай, ну, наверное, у меня такое тоже есть, да, и начала появляться, поступать информация. Я говорю, я хочу с этим разбираться. Но я хочу с этим разбираться только, когда меня хотят слушать. Знаешь, я в тот момент, когда я объясняю, я сама понимаю. Читая там что-то, я ничего не понимаю. Но только когда я прочитала и начала уже объяснять, в этот момент до меня доходит. Доходит и уходит вот в эту мою ментальную модель, которая меня ведет в жизни. И поэтому я не боюсь остаться без квартиры, или без денег, или без работы, или без мужчины, или без подписчиков, или еще что-то. Нету страха. Ты спокойно понимаешь, что у тебя количество выходит в качество, и ты видишь, что это качество приносит совершенно другого диапазона какие-то события и люди. Вот это счастье. Вот это как бы ты бываешь несчастным, но да. Есть моменты счастья, ты можешь точно сказать, вот это счастье, вот сейчас прям очень здорово. Да, через два момента ты опять чего-то там хочешь, да, но ты уже к этому желанию относишься не как к страсти, а как к движку. То есть, как бы, если нет желания, я буду лежать. А если я буду лежать, я умру. Ну, в конце концов, по итогу. Вот. А когда у меня есть желание, у меня есть, знаешь, как бы вот эта открытая дверь для идеи, как мне это реализовать. Но не через деньги, да, а через свой талант. Что я могу еще для людей сделать, что я могу предложить, как они могут мною воспользоваться. Пожалуйста, пользуйтесь, как Христос. Ешьте, пейте меня. Да, это самый легкий способ жить, и жить так, как тебе нравится. Да, жить, там, летать, куда тебе нравится, есть, что тебе хочется, пробовать, что тебе интересно. То есть, получается, сначала ты помогаешь людям избавиться от шелухи какой-то наружней, ну, потому что невозможно жить вот Нет, тем... я показываю пальцем на шелуху, они сопротивляются, пробуют убрать эту шелуху, проживает жизнь без этой шелухи. Это очень больно. Это действительно очень больно, потому что когда ты остаешься мы этой как бы шелухой без... прикрываемся от каких-то болячек же. Ну, конечно. Вот, и эти болячки вскрываются, да, и вот здесь нужен вот этот проводник, да, то есть как бы человек, который тоже в это идет. И не просто вчера шел, когда 20 лет назад я прошел, и теперь я ваш гуру. Нет, прямо сейчас в реальном времени тошнота. Там, я не знаю, как бы какой-то момент у меня был уход от алкоголя, просто алкоголь вышел из чата, потом вернулся и уже не смог мною овладеть. Нету, все, не за что цепляться, он ничего мне не дает. Вот, и это, знаешь, как бы это максимальная стопроцентная откровенность перед людьми. Остаются немногие, выбраковка идет очень, знаешь, такая прям серьезная, потому что прожить... рядом с человеком, пусть даже виртуально, у которого душа вот такая, во-первых, открытая, честная и справедливая.
но это очень сложно. Да, и мне кажется, на это люди и тянутся. То есть они видят перед собой определенного запроса искреннего люди. человека, который не имитирует. И как раз-таки ты даешь вот эти, скажем так, навыки и возможности не сепарироваться там от своих каких-то болезненных реакций, а наоборот весь свой опыт собрать, вот как ты говоришь, про свою жизнь как есть. Казалось бы, для большинства людей надо было так. Ну, то есть они такие, знаешь, сослагательные истории какой-то, ах, если бы я вот так, надо было это. Никакого не надо было, нельзя обесценивать вообще ничего. Одну секунду обесценишь, все, ты уже не здесь. И ты уже не сейчас, и ты уже вообще даже не можешь думать. Друзья, если вы уже внутренне созрели для того, чтобы сделать, так сказать, следующий шаг в своем развитии, чтобы пойти в боль, а вы уже не хотите прятаться за какими-то такими... Ну, я вас жду, это точно. Как бы у меня есть такое место, где боль переживать, если неприятно, то, по крайней мере, не страшно. Где можно, где есть поддержка. Вот, поэтому ссылочки все мы оставим под видео, тем более есть Да, такое... и комментируйте.